Приветствую вас, друзья! Меня зовут Сацурин Борис, вы находитесь на видеоканале CMT «Научный подход». И сегодня мы продолжаем серию роликов на тему протеиновых смесей для спортсменов. Мною уже был проведен анализ отечественных продуктов спортивного питания. Я рекомендую ознакомиться всем тем, кто еще не видел. Вот здесь я рассказывал об этом. Я рассказывал, как производители подделывают спортивное питание, какие есть методы повышения процента белка в смеси и вообще, как это дело можно вывести на чистую воду. Все тут. А сегодня мы будем анализировать самые популярные на текущий момент зарубежные бренды спортивного питания. Анализируем мы протеины на основе сывороточного белка. Мультикомпонентный, казеин, прочее мы пока не рассматриваем. Потому что сыворотка – это самый популярный базовый продукт любой марки спортивного питания. И сегодня у нас в студии вот эти бренды. Все слышали, многие наверняка употребляли, в том числе и я. А для тех, кто еще не знаком с моими роликами, я вкратце расскажу о том, как проводятся испытания и как проводится анализ. Просто объективно провести анализ не всегда очень просто. Те, кто знаком, может перескочить на несколько минут вперед. По анализам отечественных брендов мы уже выяснили, что фальсификация в сфере спортивного питания есть. И в первую очередь не досыпают белка. Во вторую очередь выдают вместо заявленной сыворотки нечто совершенно иное – сою или глютен. И многие подумают, раз наши производители мухлюют, надо обратить взор на Запад, там, наверное, и качество лучше, и производство выше. Однозначно это так, но, как мы понимаем, вместе с ростом качества растет и уровень мошенничества. И фальсификаторов сложнее вывести на чистую воду. Сперва небольшой экскурс для тех, кто не в курсе событий. Итак, как вообще узнать, что перед вами, протеин или мука? В предыдущем выпуске, опять же, я рассказывал, почему нет смысла кипятить смеси. Сворачиваться может вообще любой безбелковый продукт. А дешевый растительный белок, глютен, он коагулирует, он сворачивается при кипячении. Также существуют промышленные коагулянты, загустители, различные вещества, которые сворачивают и сгущают продукт. Я не углублялся в вопросы пищевых технологий, однако хороший пищевой технолог подскажет, что насыпать в протеин, чтобы он лучше свернулся при кипячении. Поэтому кипятить бессмысленно, это не показатель. Лаборатория проводит стандартизированные, количественные, признанные тесты, поэтому лаборатория может делать вывод о количестве процента белка, а кипячение не может. Итак, в лаборатории мы исследуем не только общий процент белка, но и содержание аминокислот. Для чего это делается? Можно просто проверить процент белка. А дело в том, что если мы сдаем только общий процент белка, мы выясняем не качество белка, а количество азота в смеси. А вместо сывороточного качественного животного белка в пакет могут насыпать, например, сои, которая дешевле, глютена, неполноценного белка пшеницы, или дешевых аминокислот вроде глицина или таурина. На Западе подсыпка аминокислот называется аминоспайклинг. Это когда добавляют дешевые аминокислоты, чтобы процент белка вырос. Поэтому, чтобы выяснить, сыворотка у нас или нет, мы смотрим аминокислотный профиль. Нужно нести протеин в лабораторию. Предыдущие продукты я уже носил в лабораторию и убедился, что лаборатория, в которой я провожу испытания, делает анализы хорошо. Анализ проводился методом капиллярного электрофореза. Это похож на масс-спектрометрию метод. В целом основанный на той же технологии. Для начала в лабораторию был отдан продукт, который давно себя зарекомендовал как эталон качества на нашем рынке. Это известный всем Optimum Nutrition Gold Standard. А многочисленные тесты, которые проводились и у нас, и за рубежом, показывают, что в этом протеине столько белка, сколько заявлено на пачке. И этот продукт является сывороткой. Поэтому в нашем случае это контрольный образец. Можете подробно узнать, как я это делал, опять же, в предыдущем ролике. У нас получился процент белка по голду, который полностью совпадает с процентом на пачке. Это раз. Во-вторых, в голде я уверен и впоследствии убедился, что это действительно сыворотка, просто сравнив с другими производителями. И у нас есть контрольный аминокислотный профиль сыворотки. Мы знаем, как должна выглядеть сыворотка, если мы ее сдаем в эту лабораторию. Почему так? Почему все твои анализы такие странные? Почему аминокислотный профиль, который дает лаборатория, не похож на профиль сыворотки, Борис? Который, например, пишут на пачке, или который есть в справочниках в США, который рекомендован официальными организациями, такими как The Food Nutrition Informational Center. Почему у тебя все так?
Меня об этом спрашивали, это важный вопрос. Все очень просто. В России нет нормальной технической документации на спортивное питание. Также нет документации для методов анализа спортпит. У нас в Российской Федерации идет определение аминокислот по методике, которая предназначена для комбикормов. Аттестованной методики и методологических характеристик на спортивную сыворотку просто нету. Есть проект методики. У нас нету ГОСТа, да, и технических условий, по которым были бы прописаны вот нормальные показатели качественного прота. Поэтому в США, сдав сыворотку на анализ, мы получим один и тот же результат в разных лабораториях. И их можно даже будет сравнивать. А в России, если мы сдадим один продукт в разные лаборатории, мы получим совершенно разные данные. Что, кстати, уже неоднократно в сети проскакивало. Поэтому метод сдачи сывороточного белка на аминокислотный профиль в России не сертифицирован. Каждый делает как может, на разном оборудовании, разными методами. Я приведу простой пример. Представим, что анализ крови на сахар, на глюкозу не сертифицирован. В России он имеет на самом деле ГОСТ. И с кровью все сложнее, там идет допуск по погрешности измерения оборудования. Но это не важно. В общем, у нас по крови разброса в разных лабораториях быть не должно. Допустим, ГОСТа нету. Вот вы пришли в поликлинику, сдали сахар на анализ. У вас нормальный сахар, изначально нормальный, все хорошо. Глюкоза реально 5 миллимоль на литр. Но в одной лаборатории вам скажут, что у вас 7,6, а это уже много. Во второй лаборатории скажут, у вас 5,6, а в третьей у вас будет 4,5 моль на литр. Но у вас-то реально 5, и в каждой лаборатории ваши 5 моль показываются по-разному. Но по факту у первой лаборатории 7,6 это 5 моль, во второй 4,5 это 5 моль, в третьей 5,6 это 5. Поэтому нужен поправочный коэффициент. То же самое я делал. Я получил результаты по сыворотке по оптимуму. И я знаю, что в этой конкретной лаборатории наши 5 моль, наша сыворотка выглядит именно так. Это норма. На таком оборудовании сыворотка дает такие цифры. И отклонение от этих цифр уже говорит о проблемах. Вот и весь секрет. Итак, у нас есть точка отсчета. Контроль. Все продукты сдаются, учитывая определенные критерии защиты от дурака. Никто в лаборатории не знает, что за продукт тестируется. Продукты фасуются в стерильные контейнеры, на котором обозначен только номер образца. И все. Лаборатория знает, что это сыворотка. Больше ничего. Также мы избегаем возможных фальсификаций со стороны лаборатории, чтобы лаборант просто не смог посмотреть на упаковку и написать, что на ней написано. Да, а что париться с анализом, можно же взять, даже не тестировать, просто все написать. А если это зарубежный продукт, то тем более подумает, ага, раз зарубежный, значит хороший. Я сдавал анализы не от своего имени, это тоже важно. Я бы хотел выразить благодарность всем людям, кто откликнулся на просьбу и скинул деньги на проведение анализа. А также я бы хотел выразить благодарность Вадиму Иванову, известному как Доча, который выделил половину необходимой суммы на проведение исследования. Как вы знаете, в список продуктов попала и фирма MyProtein, представителем которой Вадим планирует стать в России. Он так же, как и я, и вы, ждал результатов и был готов к любому исходу. Мы железно договорились, что результаты будут опубликованы как есть. Если они будут плохими, то об этом будет сказано. Анализы будут тем самым сигналом, которые помогут Вадиму понять, стоит ли браться за ввоз данной продукции или же не стоит. Меня могут заподозрить в фальсификации, сказать, что Борис продался и прочее. Но вот если бы я снимал забавные пранки со спортсменами, это было бы одно. Мне бы платили, я бы рекламировал. Но в данном конкретном случае на кону стоит моя репутация, развитие проекта, мое имя. Поэтому обманывать кого-то ради денег я просто не могу себе позволить. А если подойти к вопросу еще более меркантильно, то цена репутации канала, цена активности аудитории, цена подписчиков, она слишком высока. Ни один вменяемый бизнесмен, а Вадим Иванов хороший бизнесмен, он не заплатил бы таких денег за рекламу своего продукта. Тем более рекламы, как уже многие заметили, я на канале ни разу не давал. Ну что ж, продукты были отправлены на анализ. Вот у меня на руках протоколы исследований с печатями и со всем остальным. Да? И согласно правилам лаборатории, я, к сожалению, не могу публиковать их без их согласия. Согласия мне не давали. Но есть одна хитрость, я могу все эти протоколы опубликовать, просто замазав реквизиты, да, организации и реквизиты, номера протоколов. Я, собственно, и сделаю, и в паблике CMT «Научный подход» все протоколы я выложу. Ссылка будет в описании к видео.
Вот, все полученные результаты я перенес в компьютер. Самое главное — это правильно, научно трактовать результаты. Вот, в предыдущем ролике спрашивали, как проводился расчет. Вот, скинь, Борис, таблицу. Вот, все просто. У нас есть оптимум, у нас есть сыворотка. Мы знаем, как сыворотка должна выглядеть в нашей лаборатории. Анализ на аминокислоты и анализ на процент белка по Кильдалю — это два разных анализа. Анализы не связаны с друг другом. А в этом столбике у нас аминокислоты на 100 мг на веске. То есть по факту это сколько будет аминокислот в 100 граммах продукта. Так дает лаборатория результаты. То есть сколько каждой аминокислоты в 100 граммах нашего протеина. И это прикольно еще и потому, что сумма аминокислот должна приблизительно давать общий процент белка. А общий процент белка у нас это вообще отдельный анализ. То есть у нас два анализа. Итак, в 100 граммах смеси может быть как 70% белка, так и 20%. Поэтому цифры в этих столбцах будут очень различные. Нужно их перевести из абсолютных в относительные показатели. И делается это так. Сумма всех аминокислот дает общее содержание белка. Переводим и ура! У нас есть именно процент белка каждой аминокислоты. Таким образом, мы можем сравнивать результаты с нашим контролем. То есть, если вдруг что-то различается на статистически значимую величину, таблица даст об этом знать. Самая большая сложность с зарубежными протеинами состоит в том, что во многие смеси добавляются дополнительные аминокислоты. И это указывается на пачке. И, в общем-то, они не обманывают, что на пачке, то и в составе. Это законно. Но, если это, конечно, указывается на пачке. Я сделал подробный выпуск о том, вот здесь, как не попадаться на такие уловки, как выбирать протеин правильно, как читать этикетку. В основном добавляют дешевые аминокислоты типа глицина, глютамина. Общий процент белка нормальный, а по факту сывороточного белка меньше аминокислот дешевых заменимых больше. Поэтому очень важно отметить, если дополнительных аминокислот в наших анализах будет уж слишком много, то продукт не пройдет испытание. Слишком много — это в 3-4 раза больше нормального профиля сыворотки. А если в продукт добавлять дополнительные аминокислоты, то такой продукт вообще на самом деле лучше избегать. О глицине и о других аминокислотах я рассказывал в этих выпусках. Первый продукт у нас это Mex Nitro Whey от компании Mex Nutrition. Произведен продукт в США. На пачке заявлено 70% белка. По лабораторным анализам у нас 71,1%. Это скорее погрешность измерений. В общем, отличный результат. Процент белка соответствует действительности. А что же по аминокислотному составу? Ведь я уже не раз говорил, что добавление дешевых аминокислот может дать нормальный процент белка. А по факту белок у нас будет неполноценный. В Mex Nitro Whey общий профиль сыворотки виден. С незаменимыми аминокислотами все в порядке. На пачке указано, что в продукт добавляют дополнительный глютамин, глицин и даже, внимание, 15% соевого белка. Это дешевый протеин, на котором попался наш отечественный бренд Pure Protein. А мы видим на экране глютамин, глицин, которые досыпали, они действительно выделяются. Но их не так много, чтобы сказать, что продукт прямо сильно разбодяжили аминокислотами. Также по аминокислотному профилю видно, что в продукт добавлена соя. Об этом свидетельствует не только глютамин, который, как вы понимаете, уже досыпали, также и цистеин, который является важным индикатором сои в продукте. Но об этом сложно говорить, так как в продукт добавляли все вместе, миксом. Поэтому вывод такой. Процент белка соответствует заявленному. В продукт добавляют около 20% сои вместе с аминокислотами. И это указано на пачке. Проще говоря, если вы купите такой вот белок, в нем 70 грамм белка на 100 грамм продукта. Но 14 грамм будут не сывороткой, а ее дешевым заменителем. В итоге Mex Nitro Whey проходит испытание, но с оговоркой. Его немножко бодяжат. В рамках разумного, и это указано на упаковке, 5% смеси — это аминокислоты, 15% смеси — это соя. Борис, так надо было брать не Nitro Whey, а American Standard Whey. Там же нету сои. Да, действительно, там нету сои, но аминокислоты добавлены как и там, так и тут. Более того, мне вот лично на вкус Nitro Whey чистым не понравился, очень на Pure Protein похож. Вот, поэтому лично я бы не стал его брать. Однако протеин проходит испытание, заявленное количество белка, профиль соответствует. Второй продукт у нас это Dymatize Elite. Популярный известный бренд. Заявлено 68,3, по факту 59,4. В составе продукта не добавляется дополнительные аминокислоты, что хорошо. Аминокислотный профиль чистый, все в порядке. Однако процент белка на 10% меньше заявленного. А это существенно, это серьезная цифра, поэтому данный продукт не проходит испытания. Важно отметить, что лично мне вкус у него нравится.
Конечно, можно забить на это и сказать, да он же дешевый, что будет там на 10% белка меньше, да боже мой, все равно выгоднее получается. Да, конечно, логика тут есть, однако если производитель позволяет себе не досыпать по ошибке или нарочно белка, вероятность того, что в пачке будет 30% белка, тоже есть. Дематайз не проходит испытания. Следующий продукт у нас это Mutant Whey, только набирающий популярность в России. Вот. Мутант заявлено 61,1, по факту 55,7. По аминокислотному профилю все хорошо, это сыворотка. Причем, несмотря на то, что у нас в составе насыпан глютамин. Видимо, сыпет его совсем немножко. В любом случае, по профилю все хорошо. По проценту белка недосып. Вроде не совсем много, 5-6%. Но, тем не менее, если уже зарубежные производители, да, то вроде как бы должно быть все нормально. Ничего подобного. Стоит отметить, у мутанта отличный вкус, приятный, но вот я чувствителен к лактозе, и мне было плохо от мутанта. Поэтому, я думаю, понимаете, о чем я говорю. Мое личное мнение, не рекомендую. Протеин проходит испытания с натяжкой, несмотря на то, что аминокислотный профиль хороший. Проходит, потому что 5-6% несущественно, не так много. Следующим у нас идет продукт Gold Whey Wader, произведен в Германии. Заявлено 76, по факту мы имеем 76,2. Аминокислотный профиль соответствует сыворотке полностью, годный состав. Сыворотка, ароматизатор, все, больше никаких дополнительных аминокислот нет. Вкус хороший, мне понравился, проблем с пищеварением я не испытал, значит лактозы не очень много в пачке. Протеин проходит испытания. Далее у нас идет продукт Arnold Iron Whey от компании Muscle Farm. Тут я был очень удивлен. Заявлено 67,9, по факту 63,3. Это не страшно, потому что аминокислотный профиль просто ужасен. Ладно бы не досыпали 5% белка. В составе есть дополнительный глицин, глютамин, таурин, БЦА, лецин, валин. Это все аминокислоты, которые добавляет производитель. Лецин, валин дорогие, да. А вот глицин и глютамин – это дешевка. Еще и таурин. Таурин – это совсем не аминокислота, кстати, это сульфа, кислота, которая образуется в организме из цистеина. Она дешевая, она совсем не обязательна для человека. Эта кислота не входит в 20 основных важных базовых аминокислот. Ее сюда насыпали и довольно много. Глютамина в несколько раз больше, чем должно быть. 20% смеси – это глютамин. Глицина очень много, в 3-4 раза больше нормы. А вот лейцина из лейцина так мало, что я даже усомнился, сыворотка ли перед нами вообще. Но самый главный прикол еще впереди. Дело в том, что у нас общий белок получился 63,3, а сумма всех аминокислот, я об этом говорил в начале, к моему удивлению, всего 55 грамм на 100 грамм продукта. То есть 55%. Куда делись еще 7 грамм аминокислот? Где они? Все дело в таурине, в дешевом, который добавил производитель. Там 7 грамм таурина, который не показывается в лаборатории, потому что эта кислота не входит в 20 основных базовых. То есть по факту 35-40% всей смеси это непонятно разбодяженные аминокислоты. Да, они указаны на пачке, по факту придраться не к чему. Но нужно понимать, что насыпать 5 грамм на 100 грамм продукта это нормально для улучшения показателей. А 40% смеси из какого-то микса – это совсем другой разговор. Вроде как Арнольд, вроде серьезная штука, а по факту это очередной pure протеин. Запах отвратительный, вкус мерзотный. Вот, самый провальный из всех протеинов, полный. Далее у нас идет Syntrax Whey Shake от компании Syntrax из США. Matrix с печеньем от этой компании в свое время был просто божественный. Мне очень нравился. Сейчас все поменялось. На пачке 71,8 белка, по факту 72. Это несущественный разброс, в целом нормально. Но вот с аминокислотным профилем опять беда. В составе протеина есть гидролизированный глютен. То есть это указано производителем. Мы должны ожидать много глютамина. Тем более я пробовал его и, знаете, отдает пшеницей. Вот. Аминокислотный профиль у нас лабораторный показывает избыток глютамина. 20% всей смеси это глютамин. В нормальной сыворотке в 3 раза меньше глютамина. Непорядок. Аминокислотный спайклинг чистой воды. Причем такой хороший. Нужно отметить, что наши производители при предыдущих тестах, да, давали маху. У них именно проблема была с процентом белка, а вот с составом аминокислот все было, в общем-то, нормально. Как мы видим на Западе, тоже не все гладко. Продукт не проходит испытания. Далее у нас идет несколько сырьевых протеинов. Первый протеин – это английский продукт MyProtein.
Заявлено 82% белка, по факту 82,3%. В пачке у нас обычный сырьевой протеин без ароматизаторов, красителей, поэтому аминокислотный профиль, по идее, должен быть чисто сывороточный. Важно отметить, что в составе добавлены эмульгаторы, лецитин, поэтому продукт нормально размешивается. Что в итоге аминокислотный профиль соответствует сывороточному протеину. Ну, по поводу вкуса, о вкусе сложно говорить, потому что это все-таки сырье, сырьевой протеин. Упаковка мне не нравится, она внешне хороша, но если поставить в ряд, да, на полке несколько упаковок, отличить их просто нереально один от другого. Нужно поворачивать и вчитываться в этикетку. Ну, это, на мой взгляд, большой минус. Продукт проходит испытания. Далее, у нас идет польский протеин, Островит. Это тоже сырьевой протеин, без ароматизаторов и красителей. Заявлено 78% белка, по факту 76,5%. Разница между заявленным и фактическим несущественна, поэтому процент белка соответствует норме. Аминокислотный профиль тоже ровный, все в порядке. Протеин проходит испытания. Я непроизвольно сравнивал MyProtein и Островит, ведь вроде сырьевые протеины оба. А в чем же разница? Разница есть во вкусе. Во-первых, MyProtein туда кладут больше лецитина, поэтому он слегка лучше размешивается. Островит пенится сильнее. Но есть еще момент. Протеины по цвету различаются. Вроде концентрация почти одинаковая, а MyProtein цветом чуть более кремовый, такой пожелтее. И это я понял после того, как попил и тот, и другой протеин. MyProtein у меня не вызвал проблем с пищеварением. От Островита было очень плохо. Я думаю, в чем же дело? Посмотрел состав. У Островита в составе количество лактозы большое, жира мало. А у MyProtein все наоборот. Чуть больше жира и мало лактозы. Поэтому что тут делать? У производителя стоит выбор. Как очищать продукт? От жира или от лактозы? Технологически очистить продукт от жира легче, чем от лактозы. Я думаю, что в Англии уровень чуть повыше производства, поэтому там от лактозы очищают. А Польша дает все-таки менее очищенный белок от лактозы. Далее, у нас идет штатовский протеин Universal Whey. Он был раньше довольно популярен, заявлено 73,3%, по факту 68,4%. Различия по процентам уже нельзя свести к погрешности, скорее чуть-чуть не досыпают. По аминокислотному профилю все ровно, в составе дополнительных аминокислот нет. В целом ничего особенно интересного я в нем не увидел. Вкус приятный, мне понравился. С натяжкой протеин проходит испытания. Далее идут аж два протеина от Ронни Колмана Изотропик. Это изолят сывороточного протеина с высоким содержанием белка. Дело в том, что один из активных подписчиков специально связался со мной и выслал значительную сумму для того, чтобы я протестировал аж два протеина этого производителя разных версий. Я поясню. Вот у нас есть Изотропик Голубика, а вот Изотропик Шоколад. Это уже более поздняя партия протеина. Меня попросили протестировать, потому что не могли понять, почему так сильно изменился вкус. Да, почему ощущения от протеина изменились. В общем-то, два протеина абсолютно одинаковые от одной компании. Сдал оба на анализ. Голубика – это была первая партия протеина. Заявлено 87% белка, по факту 84,3%. А шоколад 77% белка, по факту 75,3%. Аминокислотный профиль в обоих случаях хороший, соответствует сыворотке. Различия по проценту белка не столь существенные. Так что оба протеина проходят испытания. Ну, а почему вообще была разница между протеинами? Почему вроде как он испортился, следующие партии с шоколадом стали хуже? Дело в том, что первую партию они делали с реально высоким содержанием белка, 87%. А потом, наверное, смекнули, что всем нравится продукт. Почему бы тогда не выпускать тот же самый продукт, но с более низким процентом белка? И они снизили на 10% процент белка. И новые партии были с новыми вкусами, но менее белковыми. Вот и весь секрет. И это указано на пачке. В одном продукте чуть больше белка, в другом чуть меньше. На мой взгляд, вот эти вкусы протеинов обоих отвратительные просто, особенно у голубики. Я просто пить не смог. Протеины проходят испытания. Далее у нас идет Levron Whey от Кевина Леврона. Это, собственно, марка спортивного питания. В США почти каждый имеет свою марку спортивного питания. Каждый человек. Если бы я жил в США, там, наверное, был бы Цац Protein или что-нибудь вроде этого. Заявлено 71,6, по факту 71,3.
ровный профиль, хорошая сыворотка. Вкус мне показался нейтральным, я думаю, многим понравится. Протеин проходит испытания. Ну все, уже подходим к концу, осталось 2 протеина. Один штатовский, это Ultimate Nutrition Pro Star, заявлено 83,3, по факту 71,3. По аминокислотному профилю все хорошо, это сыворотка. Однако же опять не досыпали 10% белка. Видимо, производители действуют или небольшим недосыпом, или изменением формулы аминокислотного профиля. К сожалению, протеин не проходит испытания. Последним у нас остался, это очень вкусный протеин из США, Sun Pure Titanium Whey. Заявлено 75,9, по факту 76,4% белка. То есть процент белка соответствует заявленному, с небольшими погрехами. Аминокислотный профиль соответствует сыворотке. Лично мне вкус понравился, отличный просто. Мне он очень понравился. Этот протеин проходит испытания. Ну что ж, в итоге у нас складывается совсем неоднозначная картина. Очень много протеинов, которые производятся в США, имеет или тот, или другой недостаток. Или по белку, или аминоспайклинг. Поэтому говорить о том, что там, за рубежом, где-то там все хорошо, не стоит. Но важно заметить, что все это указывается на упаковке и в целом законно. Поэтому производители могут себя обезопасить от претензий. И в следующем ролике я расскажу, как действительно нужно выбрать правильный протеин. По статистике мы видим, что половина производителей протеинов с дополнительными аминокислотами, они превышают адекватные пределы добавления этих самых аминокислот. Ну, вплоть до того, что 40% протеина это или соя, или дешевые аминокислоты. В целом, конечно, статистика чуть лучше, чем у нас. 44 купленных вами зарубежных протеинов будут фальсифицированы. По отечественным продуктам несколько другая ситуация. 3 из 7 у нас прошли. 57% протеинов отечественного производства будут не соответствовать тому, что указано на упаковке. Так что вот так, друзья, все заканчивается на минорной ноте. Будьте осторожны, следите за тем, что потребляете. Вот. Если у вас есть какие-либо вопросы, оставляйте их в комментариях к видео. Я все читаю. Не всегда получается ответить, но стараюсь разобрать. Ссылки на мою страничку ВКонтакте, на паблик CMT «Научный подход» есть в описании к видео. Рекомендую добавляться мне в друзья, подписываться на паблик. Там публикуются самые свежие, актуальные данные на тему тренировок, здоровья, питания, добавок. Все самые свежие новости будут там. Следите за обновлениями, подписывайтесь. Также новости проекта все там. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал CMT «Научный подход». Ссылочка вот здесь или здесь. Я не помню, честно. Вот. Сегодня очки, как обычно, без линз. Ну что ж, друзья, спасибо и, конечно же, удачи вам и смелости в достижении всех ваших целей.